Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня мы будем рисовать вот такой зимний пейзаж. И использовать будем не совсем стандартный для меня материал, это акварель. Если у вас дома только гуашь или акрил, ничего страшного, этот пейзаж можно повторить и ими. Но мне сегодня захотелось эксперимента. Так что напомню подписаться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео, а также заглядывайте в мой инстаграм, группу ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Все ссылки будут в описании. Рисовать я буду на акварельной бумаге, ее плотность 200 грамм, меньше не советую брать. Также листик у меня закреплен бумажным скотчем. Подсказываю лайфхак, как не порвать скотчем бумагу. Перед тем, как закрепить лист, наклейте скотч, например, пару раз на стол. То есть наклеили, отодрали, и только потом уже приклеиваем на лист. Так мы снимаем основной липкий слой, чтобы скотч у нас не снимал потом лист, часть бумаги. С акварелью я работаю крайне редко, поэтому для меня это такой эксперимент, но мне захотелось с вами поделиться. Сейчас у меня какие-то творческие порывы, мне хочется пробовать что-то новое, поэтому я достала свою акварель. У меня она от фирмы Луч. Начинаю с неба, использую такой розовый оттенок, черный и темно-синий. Сначала я все цвета разбавляю водой на палитре и стараюсь затемнять постепенно. Еще расскажу, что так как для меня этот материал новый, непривычный, я не хотела сразу сделать какие-то темные пятна, чтобы не испортить работу, поэтому затемняла постепенно. Также будет неплохо, если вы будете давать буквально пару минут просохнуть слою. Вот, например, сейчас мы закончили с небом, подождали пару минут и переходим к горам. Также почаще меняйте воду. Мы начнем с теневой стороны гор. В общем, на светлую сторону мы практически не будем наносить никаких цветов. Здесь мы затемняем, используя такой голубой цвет, смешанный с водой. Все цвета смешиваю с водой. Я хочу, чтобы были плавные переходы из цвета в цвет. В тени использую голубой, темно-синий, фиолетовый, но края стараюсь размыть. Когда мы уже закончим с горами, тогда мы добавим темных пятен краской, практически не разведенной с водой. Но вначале я хочу, чтобы была какая-то легкость. Также в этой работе я сделала интересный эффект с помощью разных цветов, которые мне хотелось видеть, и целлофанового пакета. Им я делала такие пошлепывающие движения сверху, и он оставлял достаточно симпатичные разводы. И сразу еще хочу заметить, что гора, которая у нас сзади, на заднем плане, там я практически не буду ничего затемнять, потому что она находится вдали, и она будет как в туманной дымке.
Осталось только немного добавить цвета освещенной стороне гор. Мы не оставляем ее плоской белой. Разводим также фиолетовый, можно синий цвет, розовый с водой. И таким очень-очень бледным, практически прозрачным цветом мы наметим какие-то неровности, холмики, но они должны быть еле заметны. Переходим к нижней части нашей работы. Вдалеке елки, они также в тумане, поэтому я использую серый цвет, очень блеклый. Холмики на передней части внизу я делаю так же, как горы. То есть наношу голубой, например, цвет. И с помощью целлофанового пакета добавляю вот этот интересный эффект. Также на переднем плане у нас есть замерзшая речка. Ее рисуем достаточно плотно, густой краской, то есть краску не разводим с водой практически, и лучше нарисовать ее в несколько слоев, чтобы она была реально темной.
Остается буквально последний момент, последний этап. Нарисуем с вами елки, какие-нибудь веточки, чтобы добавить живости нашей работе. Использую черный цвет, слегка развожу его водой, но он все равно достаточно плотный, достаточно темный, не просвечивает. Всю работу я рисовала одной и той же круглой синтетической кистью. У меня размер 9, кончик заостренный, поэтому елочки мне как раз удобно делать кончиком кисти. И последующие веточки деревьев я также аккуратно делаю кончиком кисти. Как всегда напоминаю, что деталей вы можете добавлять по желанию, сколько вам угодно. Вот такая работа получилась, надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм, выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте, не пропустите новые видео. Пока-пока!